Всем привет, друзья! Сегодня я к вам снова с полезной информацией. Сегодня я буду делать спрей для мебели против пыли. У нас сейчас в станице жарко и, естественно, в моей квартире практически постоянно открыты окна. И, естественно, через них летит, то есть грязь, пыль, песок какой-либо, и все это оседает, естественно, на мебели. Для того, чтобы, то есть, часто не протирать свою мебель, чтобы целыми днями не ходить с тряпкой, я делаю такой подобный спрей. Итак, для его изготовления понадобится любая емкость с пульверизатором, вода и кондиционер для волос любой. У меня этот бутылек где-то на 400 мл. Я сюда налил примерно вот 300 мл. И добавляю теперь сюда немного кондиционера. Добавил кондиционер, после этого хорошенько встряхнул, и все, спрей готов. Вот видно, тут теперь пенка от кондиционера появилась. Этот спрей отлично защищает от пыли. Я им протираю, в принципе, не только мебель, можно также им протирать и всю бытовую технику. Еще также хочу сказать, что это, конечно, этот спрей, он не волшебный. То есть он никак волшебным образом никаким не растворяет пыль. Она как бы не исчезает, и ее все равно будет немного появляться. Но мне просто кажется, что здесь кондиционер, он как раз для волос выступает как в роли антистатика. Пыль не садится на мебель, она как бы пролетает мимо, то есть меньше гораздо садится и оседает на пол. А с пола ее собрать будет, конечно, гораздо легче. Также брать кондиционер можно абсолютно любой, в принципе, абсолютно. Самый дешевый можете брать, эффект будет, в принципе, одинаковый. Он также будет создавать защитную пленку после уборки с этим спреем, то есть мебель будет выглядеть гораздо чище, новее, то есть будет становиться блестящей. Ну и естественно, как я и говорил, будет садиться меньше пыли. Сейчас я покажу вам, как этот спрей работает. Буду протирать, вот у меня полка под телевизор. Тут я не знаю, конечно, передает камера или нет, но у меня тут есть пятна. Буду пробовать ее протирать от пыли. То есть и также хочу сказать, что после обработки, то есть этим спреем не нужно применять никаких дополнительных средств. То есть делать влажную уборку, например, с водой и тряпками. Только взяли этот спрей и сухая тряпка, вот как у меня, допустим, из микрофибры. И все. То есть беру, наношу на поверхность и сразу протираю. Конечно, она заметно свежее стала. Также хочу сказать, что благодаря кондиционеру в комнате становится приятный запах, то есть спрей приятно пахнет. Ну, в зависимости от самого кондиционера, то есть в любом случае он будет приятно пахнуть. Также немножко протру, освежу свой навесной шкаф на кухне. Тоже также беру, пшикаю, немножко спрея. И все, взял тряпку сразу. Протираю. Прям заметно сразу становится приятный запах, то есть от спрея. Заметно приятно пахнуть начинает. И все, теперь у меня и навесной шкаф заблестел, еще и начал пахнуть. И вот такие у меня получились по итогу результаты. Как видите, все делается легко и быстро. А результаты и правда получается довольно хороший. То есть приятно начинает и комната пахнуть, и мебель освежается, и правда все пятна исчезают. И действительно пыль после этого садится гораздо меньше. Сегодня у меня для вас интересная подборка полезных хитростей с обычным столовым уксусом. Я покажу именно те советы и хитрости, которые, по моему мнению, именно, то есть в тех случаях именно уксус работает лучше каких-либо других средств. И надеюсь также, что сегодняшняя информация окажется для вас полезной. Итак, совет номер 1. Для того, чтобы стекла не потели, то есть окна, в особенности в квартирных домах, в особенности, либо даже в частных, то есть не имеет значения, чтобы они не потели. Особенно я это делаю процедуру обычно, вот как сейчас, когда наступила осень, и включают потом уже отопление, то есть из-за разности температур чаще всего у меня, то есть появляется конденсат на окнах. И чтобы избавиться от этой проблемы, либо свести ее к минимуму, я делаю следующую смесь.
Беру где-то полстакана воды, добавляю туда где-то 2-3 капли глицерина и пару столовых ложек 9% уксуса. Этой смесью хорошенько натираю окно, то есть стекло, прям до блеска натираю, до прозрачности. Конечно, понадобится небольшое количество салфеток, так как быстро так не натрешь, но тем не менее натираю до прозрачности. И после этого образуется как бы такая защитная пленка. И, соответственно, эта защитная пленка не дает, то есть, образовываться конденсату. Такой простой совет, возьмите себе на заметку, он действительно работает, я им уже пользуюсь не первый год. Следующий совет. С помощью уксуса также можно чистить и сантехнику. Допустим, если у вас образовалась в раковине, на кранах, в ванной или на кухне такая ржавчина, то можно сделать следующим образом. Делаете небольшую такую смесь из уксуса 9% и соли обычной пищевой. И этой смесью натираете, сразу берете губку, допустим, и сразу приступаете к чистке, то есть натираете те места, где у вас ржавчина, и она прекрасно удаляется. Если, конечно, у вас ржавчина такая более, то есть слой такой более сильный, то, соответственно, можно взять, допустим, салфетки, на нее нанести смесь, какие-нибудь такие обычные, либо влажные, либо обычные сухие, можно в фикс-прайсе купить, там целые такие, как мотком продаются, и нанести на эти салфетки уже эту смесь, приложить к крану, допустим, где повышенная у вас ржавчина, и дать повзаимодействовать минут 10-15, после этого хорошенько почистить, и все прекрасно очищается до блеска. Тоже такой вот обычный простой совет, тоже возьмите себе на заметку. Он тоже хорошо работает. Следующий момент, где я использую уксус, это для хранения сыра. Допустим, вот такой вот небольшой кусочек сыра кладете в контейнер. И вот берем ватный диск, наносим на него немножко 9% уксуса. Так, кладем этот ватный диск в сам контейнер. И накрываем полностью этот контейнер и, соответственно, ставим в холодильник. Это делается для того, чтобы сыр не заплесневел, то есть он будет храниться гораздо дольше, запах уксуса как таковой не ощущается, а от плесени действительно защищает. Так что, если не знали о такой простой хитрости, то берите на заметку. Следующий совет. Если вам нужно, допустим, освежить цвет у цветной вещи, то есть сделать ее более яркой, насыщенный цвет, чтобы как бы вернуть, можно сделать следующим образом. Берем небольшой таз, наливаем туда именно теплую воду, именно не горячую, а теплую. После добавляем туда, можно взять, допустим, гель для стирки, какой-нибудь гель для душа, либо даже самый простой шампунь. Я возьму, у меня есть самый такой недорогой шампунь, примерно на глаз его немножко добавляю. После этого беру 9% уксус и примерно нужно его где-то 4 столовые ложки, ну я примерно вот так вот на глаз примерно добавлю немного. После этого все это хорошенько перемешиваем. Теперь берем вашу вещь какую-либо цветную, опускаем в этот раствор. Также этот раствор помогает удалить запах тела, запах пота с одежды. Для того, чтобы удалить именно запах тела или пота с одежды, оставляем где-то в этом растворе на минут 30. После этого простирываем уже. Я обычно стираю вот такие вот подобные свои футболки в ручном режиме. То есть после этого уже простирываю, прополаскиваю, и все. И вещь у меня становится более яркой, и никакого запаха тела и пота нет. Если вам просто освежить, то оставляем где-то ненадолго, может на минут 10 в этой смеси и простирываем тоже в обычном либо вашим способом, но я это делаю, опять же, повторюсь, вручную. Поэтому, если не знали о такой хитрости, то берите на заметку. И последний совет, где я применяю уксус, это в мытье полов. Все мы знаем, что вот такие вот подобные средства для мытья пола и стен, они значительно сейчас подорожали в цене. И, соответственно, я теперь чаще всего мою своим проверенным рецептом. Делаю следующим образом. Беру, допустим, вот у меня хозяйственное жидкое мыло. Можно взять либо дегтярное, либо средство для мытья посуды, либо даже какой-то самый обычный шампунь. Добавляю немного этого мыла. Буквально тут надо совсем немного, как пару капелек. Это делается для того, чтобы создать мылкость, то есть любое средство такое подобное нужно для мылкости. И добавляю где-то 9% уксуса, где-то пару столовых ложек. Также на глаз немножко добавляю. И приступаю к мойке полов. Этот способ хорошо отмывает практически любые полы, и деревянные обычные, и линолеум, и ламинат, если у вас все отмывает до скрипа. Получается просто и бюджетно.
Если не знали о таком способе, то смело берите на заметку. И на этом у меня сегодня все. Вот такими полезными советами и хитростями применения обычного столового уксуса в быту я хотел сегодня с вами поделиться. Надеюсь, что сегодняшняя информация оказалась для вас полезной. Всем пока!